Всем привет! Вот у меня есть такой автомобиль Ford Galaxy 2003 года. И на данном автомобиле надо заменить наружный шруц. Я уже его заменил. Вот он новенький. Наружный шруц, чтобы заменить, надо снять нижнюю тягу, открутить. И просто его снять и заменить. Очень просто заменяется на новый. В принципе, можете посмотреть видео у меня на канале, как я заменяю наружный шруц и пыльник на автомобиле Audi. Данный шруц наружный заменяется таким же самым принципом. Все так же самое. Теперь у меня пришла идейка такая, снять и показать, как можно заменить внутренний шруц на данном автомобиле. Как видим, на данном автомобиле стоит не просто шруц, а, так сказать, плавающий шруц. Вот он. И здесь стоит прикрученный вот такой каркас, крепление такое для подшипника. Место плавающего подшипника, как обычно бывает на шаранах 2000 года, 99 года. А вот в этом месте, на тех моделях, где есть плавающий подшипник, стоит еще один шруц. Потом я его покажу вам и объясню. А здесь шруца нету, просто в коробку подключается ось через подшипник. И здесь есть уже крепление, к которому подключается плавающий шруц. И дальше идет полуось, которая подключается к наружному шруцу и непосредственно к ступице. Вот и все. Теперь я покажу вам, как можно заменить внутренний плавающий шруц и на нем пыльник. Теперь откручиваю вот эти болтики и снимаю, так сказать, плавающий внутренний шруц. И посмотрим, что там внутри. Заменим все на новенькое и все соберем в обратном порядке. Итак, я уже хомутики на пыльнике снял, болтики выкрутил, всего 6 штучек. Болтики выкручиваются вот таким тораксом, звездочкой М12. Как видим, пыльничек у нас порваны, тоже надо заменить. Вот как выглядит внутренняя граната плавающая, точнее внутренней гранаты шруца корпус. Ну что, снимаю все полностью и смотрим. Так, вот снял пыльник с роликами и вот само крепление для плавающего шруца внутреннего. Дальше ось идет, как я и говорил, и все, и больше ничего нет. И в корпусе подшипник стоит. Когда трогаешься на машине с места, есть стук. Так вот, был стук из-за того, что развалились 3 ролика, так сказать, подшипника внутренние, вот эти, надо новые. Но еще есть здесь немножко стук и шатка на самих шлицах в коробке или на оси. Потому что вот видно, что ходит именно на шлицах ось, и все. Надо смотреть саму ось, или может даже в коробке уже выноска тоже есть. И вот поэтому есть стук при трогании с места на автомобиле. Вот как внутри выглядит корпус шруца, так сказать, плавающего. И вот та деталька, на которой развалились подшипники и уже, видите, какая шатка. Тут вот новая, такая же самая деталька, подшипничками игольчатыми. Вот. Выноски большой нету, так как сразу заменили, долго не катались. И вот смотрите, как входит плотненько. Никакой шаточки. Вот так и должно быть. Теперь это все мы дело заменим. Пыльник, видите, какой формы на данный шруц. Наружная сторона круглая, внутренняя вот какими выемками на эти места. Такого пыльника я не нашел нигде, ни в одном магазине. Так буду ставить вот такой универсальный. Вот так. Просто вот это срежу и буду ставить универсальный. Так вот, такая система, такая конструкция на данном автомобиле. Вот такого года. Правда, бывает еще на некоторых автомобилях
Просто показываю. Вот такая внутренняя плавающая граната, также под ролики. Вот это такая стояла граната Шруц наружнее на данном автомобиле, вот, который я заменил. А на некоторых автомобилях, на Шаранах часто встречал, вот стоят вот такие внутренние гранаты, шруцы. Вот этим местом входят в коробку. И вот здесь стоит такая плавающая обыкновенная граната внутри, в принципе. Здесь, в принципе, обыкновенный шруц, но немножко он плавает внутри, туда-сюда. И здесь сделан такой конус, заужение. И вот такой пыльничек надевается, и все. А дальше идет уже сама ось и подвесной подшипник. И потом дальше к наружному шруту подключается. А здесь уже все по-другому. Ось прямо в коробку, через подшипник в корпусе, через плавающий вот такой шрут, и уже прямо на ось и к наружному шруту. И все. Так вот, такие бывают системы, так сказать, конструкции на данных автомобилях. Ну а теперь что? Собираем все в обратном порядке. Ну что, погнали. Вот и все. Ролики заштопорил, так сказать, подшипнички. Итак, набил смазки. Теперь отрезал кусок старого пыльника с выемками. Надел. И буду ставить универсальный пыльник. Вот видите, шатки практически нет. И, в принципе, и все. Теперь остается надеть хомутик и затянуть. Вот и все. Затянули хомутик. Затягиваем еще один. Вот и все. Теперь ставим все на свое место. Ну вот, как видите, таким принципом можно заменить очень легко и просто и наружный, и внутренний шрут любой конструкции, любого принципа. И также защитные пыльнички. Вот так как-то это все дело. Может, кому-то будет полезной информацией. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.